Конгресс и Сенат США начали сепаратные переговоры с Данией и Гренландией. Они не позволят Трампу захватить остров. Канада налаживает отношения с Китаем. Премьер-министр Карни назвал Пекин более предсказуемым, чем Вашингтон при Трампе. Путин опять пытается вмешаться в переговоры по Ирану. Так уже было прошлым летом, и тогда Трамп послал его стремиться к миру с Украиной. Тимошенко опять в суде. Отпустили под подписку о невыезде и залог в десятки миллионов гривен. Экс-президента Южной Кореи приговорили к 5 годам за сопротивление собственному аресту. Зеленский готов подписать документы с Трампом в Давосе и обвиняет Путина в нежелании мира. Две леди, букеты и ракеты. Переговоры двух железных дам, Джорджи Мелони и Саная Такаичи, переворачивают геополитику. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Двухпартийная делегация Конгресса США в пятницу встретилась с лидерами Дании и Гренландии, чтобы заверить их в поддержке, несмотря на угрозы президента Дональда Трампа захватить остров. У здания парламента, где развиваются флаги Дании и Гренландии, составляющих вместе датское королевство, были замечены два минивэна с членами американской делегации. 11 американских конгрессменов планируют встретиться с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и премьером Гренландии Йенсом Фредериком Нильсеном. В составе делегации есть республиканцы Том Тиллис и Лиза Мурковски, но большинство – демократы. Напомним, Трамп неоднократно повторял свою идею, что Гренландия жизненно важна для безопасности США из-за стратегического положения и запасов полезных ископаемых, и не исключил возможность силового захвата. В ответ несколько европейских стран направили на остров ограниченные контингенты войск по просьбе Дании. Просто предположение о том, что США могли бы захватить Гренландию силой, наносит реальный ущерб не только отношениям с Гренландией и Данией, но и национальной безопасности Америки. Это подрывает десятилетия завоеванного доверия среди союзников и ослабляет чувство безопасности, которое с ним связано. И такая риторика прямо играет на руку нашим главным противникам России и Китаю. Если мы всерьез хотим ограничить влияние России в Арктике и за ее пределами, самый эффективный способ сделать это — победить Владимира Путина в Украине. И именно поэтому текущие дебаты о Гренландии кажутся настолько бессмысленными. Идея мира, где у нас нет союзников, где мы обострили международный порядок, небезопасна. Она небезопасна для американцев, она небезопасна для датчан. И единственные, кто извлекает выгоду из такого мира, это автократы в Москве и Пекине, а также другие автократы по всему миру. Тем временем Кремль активно отбивается от тезиса Трампа о том, что Россия и Китай могут захватить Гренландию, если этого не сделает Америка. Сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в третий раз за 2 суток попытался убедить прессу, что это не так. Мы исходим из того, что Гренландия является территорией датского королевства. Мы слышали заявление и из Дании, и из самой Гренландии, что Гренландия не собирается кому-то продаваться. И мы также слышали заявление из Вашингтона, что Вашингтон формулирует денежное предложение о приобретении Гренландии в том или ином виде. Ситуация необычная, я бы даже сказал, экстраординарная с точки зрения международного права. Но, с другой стороны, в связи с тем, что в Вашингтоне президент Трамп, он сам об этом говорил, что международное право не представляет для него какую-то приоритетную субстанцию. Поэтому ситуация развивается по какой-то другой траектории, и мы будем вместе со всем миром наблюдать, по какой. Спецпосланник президента США по Гренландии Джефф Лендри заявил, что, по его мнению, соглашение по Гренландии возможно. Однако, например, Франция официально предупредила Вашингтон. Попытка Америки захватить Гренландию станет красной линией. Об этом в интервью Financial Times заявил министр финансов Франции Ролан Лескюр, подтвердив, что сигнал был направлен напрямую администрации Трампа. Париж подчеркнул, что в случае попытки США вмешаться в управление островом могут последовать санкции и подрыв торговых связей на триллионы евро, так как Гренландия связана с ЕС через Данию. Эксперты отмечают, это уже не разногласия между союзниками, а открытый конфликт внутри западного лагеря из-за политики Трампа. На фоне отправки европейских военных и демонстративных учений НАТО привычная картинка монолитного Запада рушится. Союз остается, но единства больше нет, что меняет всю геополитику. Канада и Китай готовят новый стратегический партнерский союз, который, как ожидается, принесет исторические результаты, заявил премьер-министр Канады Марк Карни на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Карни стал первым канадским премьером, посетившим Китай с 2017 года. Цель его визита – восстановление отношений с вторым по
по величине торговым партнером страны после США на фоне месяцев дипломатических усилий по разрешению прежних разногласий. Карни призвал сосредоточиться на сферах, способных принести исторические выгоды обеим странам. В частности, речь идет о сельском хозяйстве, энергетике и финансовом секторе. Канада стремится укрепить связи с экономикой номер 2 в мире после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на ряд канадских товаров и позволил себе предположение, что Канада может стать 51-м штатом США. Китай, который также пострадал от тарифов США после возвращения Трампа в Белый дом, заинтересован в сотрудничестве с страной из Большой Семерки в традиционной сфере влияния Америки. Есть целый ряд конкретных вопросов, я их обозначил, и по ним мы добились прогресса в рамках нашего стратегического партнерства. Но значительную часть всех этих встреч мы посвятили, если можно так сказать, ограничителям отношений, где мы считаем возможным сотрудничество, где у нас есть расхождения во мнениях, различия в подходах к системе, при уважении различий друг друга. Именно такой откровенный, последовательный и прямой диалог и приводит к более предсказуемым и эффективным отношениям. Если сравнивать с Соединенными Штатами, и в этом нет никакого откровения, наши отношения с США гораздо более многослойные, гораздо более глубокие и широкие, чем с Китаем. Ну да, если говорить о том, как развивались наши отношения с Китаем в последние месяцы, то они стали более предсказуемыми, и мы видим конкретные результаты. США заявили о поддержке протестующих в Иране и не исключили силового вмешательства в ситуацию, потому что стоят на стороне храбрых людей Ирана, все варианты остаются на столе, заявил постоянный представитель США Майк Уолтз. Ранее Трамп не раз угрожал вмешательством в поддержку демонстрантов. Однако на этот раз он занял выжидательную позицию. Вот главное заявление с заседания Совбеза ООН. Президент Дональд Трамп и Соединенные Штаты Америки поддерживают храбрый народ Ирана. Точка. И независимо от оправданий, а сегодня вы услышите их немало от иранского режима и его друзей, именно режим и только режим несет ответственность за экономические страдания иранского народа и за подавление его свобод. И за это он будет привлечен к ответственности. Я хотел бы ответить на обвинение, выдвигаемое режимом, будто эти вдохновленные протесты являются неким иностранным заговором, предлогом для военных действий. Весь мир должен знать, режим сегодня слаб как никогда, и именно поэтому он распространяет эту ложь из-за силы иранского народа, вышедшего на улицы. Они боятся собственного народа. Иран заявляет о готовности к диалогу, но его действия говорят об обратном. Это режим, который десятилетиями правит посредством угнетения, насилия и запугивания и дестабилизировал Ближний Восток. Хватит, значит, хватит. Мы все несем ответственность за поддержку иранского народа и за прекращение пренебрежения и угнетения иранской нации со стороны режима. Коллеги, позвольте мне быть предельно ясным. Президент Трамп — человек действия, а не бесконечных разговоров, которые мы видим здесь, в Организации Объединенных Наций. Он ясно дал понять, все варианты остаются на столе, чтобы остановить убийство, и никто не должен понимать это лучше, чем руководство иранского режима. Глубоко прискорбно, что представитель режима Соединенных Штатов, по инициативе которого было созвано это заседание, сегодня прибег к лжи, искажению фактов и преднамеренной дезинформации с целью скрыть прямую причастность своей страны к переводу беспорядков в Иране в насильственную фазу. Любая угроза применения силы против Исламской Республики Иран при любых политических обстоятельствах, включая заявление о защите протестующих или поддержке иранского народа, представляет собой грубое и очевидное нарушение международного права и устава ООН. Такие незаконные действия напрямую нарушают статью 2, 4, запрещающую угрозу силой или ее применение, а также статью 2, 7, закрепляющую принцип невмешательства. Ни одна доктрина, ни один нарратив или политическое оправдание не могут легитимировать односторонние военные действия или принуждение без прямого разрешения Совета Безопасности. В рамках главы 7 использование гуманитарной риторики для оправдания силы является сознательным злоупотреблением международным правом. Иран не стремится ни к эскалации, ни к конфронтации. Однако любой акт агрессии, прямой или косвенный, будет встречен решительным, соразмерным и законным ответом в соответствии со статьей 51 Устава. Это не угроза, это констатация правовой реальности. Ответственность за все последствия будет полностью лежать на тех, кто инициирует подобные незаконные действия. Сегодняшнее заседание, созванное нашими американскими коллегами, не что иное, как очередная попытка оправдать неприкрытую агрессию и вмешательство во внутренние дела суверенного государства. А если власти Ирана в подаче Вашингтона не одумаются, то решить иранскую проблему своим излюбленным способом – нанесением ударов с целью свержения неугодного режима.
Наибольшую обеспокоенность вызывает агрессивный курс Вашингтона на использование военной силы и угрозы ее применения в отношении Исламской Республики Иран. Осуждаем подобные действия, какими бы аргументами они ни обставлялись, как представляющие собой грубейшее нарушение международного права и устава ООН. Настоятельно призываем горячие головы в Вашингтоне и других столицах, вынашивающие планы повторения военной авантюры, одуматься и не допустить трагедии июня 2025 года, когда американо-израильская агрессия едва не обернулась серьезной ядерной катастрофой с неизбежными гуманитарными и экологическими последствиями. Требуем от США и их единомышленников отказаться от очередных безрассудных решений и шагов, в том числе в отношении ядерных объектов. Вместо этого стоит сосредоточиться на обеспечении твердых гарантий отказа от дальнейшей конфронтации и возобновить совместный поиск возможных развязок, в том числе в целях устранения предубеждений касательно иранского мирного атома с опорой на международное право и баланс интересов всех заинтересованных сторон. Наша страна готова этому всячески содействовать. Господин председатель, Российская Федерация решительно осуждает любые формы внешнего вмешательства, подстрекательства к насилию и угрозы применения силы в отношении дружественного нам Ирана. Призываем инициатора сегодняшнего заседания прекратить строить из себя мирового судью и положить конец своим эскалационным действиям. Ваши действия могут еще больше повергнуть регион в кровавый хаос, который рискует выплеснуться за его пределы. Отдельно обращаемся к коллегам по Совету и всем членам ООН. Призываем предотвратить новую масштабную эскалацию и не допустить использования площадки СБ для обоснования противоправных сценариев по смене неугодных режима вместо распространения обвинений на вешание ярлыков на законные власти суверенного государства. Владимир Путин пытается вмешаться в процессы вокруг Ирана. В пятницу он провел отдельные телефонные разговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом и заявил о готовности Москвы выступить посредником в регионе, сообщил Кремль. Помимо текущих дел внутрироссийских, сегодня первую половину дня президент во многом посвятил ситуации вокруг Ирана. Сегодня уже состоялся телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нетаньяху. И в самое ближайшее время мы также проинформируем вас о результатах телефонного разговора с президентом Ирана Пезешкианом. Ситуация весьма накаленная в регионе, и президент продолжает свои усилия с тем, чтобы способствовать ее деэскалации. После подавления исламистским режимом в Иране общенациональных протестов президент США Дональд Трамп предупредил о возможном вмешательстве Соединенных Штатов в ситуацию. Напомним, в прошлом году Израиль и Соединенные Штаты нанесли удары по иранским ядерным объектам, а Иран вел 12-дневную войну с Израилем. Тогда Путин предлагал Трампу свое посредничество в урегулировании ситуации с Ираном. Но Трамп тогда ответил вот так. Я вчера с ним говорил и сказал, он на самом деле предложил помочь с посредничеством. Я ответил, сделай одолжение, займись своим собственным посредничеством. Я сказал, Владимир, давай сначала помирим Россию, потом уже можешь беспокоиться об этом. Россия сблизилась с Ираном после начала войны в Украине. А в прошлом году Путин подписал с Пезешкианом соглашение о стратегическом партнерстве сроком на 20 лет. Любая угроза выживанию иранского руководства стала бы серьезным поводом для беспокойства Москвы спустя 13 месяцев после того, как Россия потеряла другого ключевого союзника на Ближнем Востоке в результате свержения президента Сирии Башара Асада. Ранее в этом месяце еще один союзник России, президент Венесуэлы Николас Мадуро, был задержан Соединенными Штатами и доставлен в Нью-Йорк для предъявления обвинений по делу о наркотрафике. На вопрос о том, какую поддержку Россия может оказать Ирану, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил. Помощь не только Ирану, но и всему региону и делу региональной стабильности и мира Россия оказывает и сейчас, вот в том числе и благодаря президентской активности, которая направлена на то, чтобы способствовать деэскалации напряженности. В Киеве 16 января Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для лидера партии «Батькивщина», народного депутата и экс-премьера Юлии Тимошенко
подозреваемой в коррупции. Тимошенко пришла в суд вместе с адвокатом. В зале также был ее муж Александр Тимошенко. Политик заявила, что народный депутат от «Слуги народа» Игорь Копытин сотрудничал с НАБУ по ее делу, но назвала обнародованную аудиозапись провокацией и утверждает, что разговоров о финансах в ней не было. И мало того, что мы объединяем парламент, мы сейчас объединяем и общество, и региональные, и центральные элиты. Мы ведем эту работу ежедневно, потому что если она не будет проведена, следующие 5 лет могут стать последними в жизни независимой Украины. У нас будут герб, флаг, гимн, но кроме этого у нас не будет ничего. У нас будет народ, рассеянный по всему миру, и здесь останутся прекрасные, социально ориентированные корпорации, которые будут управлять своими интересами. И сейчас они наносят удар. Удар, в том числе через пророссийского человека, господина Копытина, который конкретно выполняет их провокационный заказ. Скажите, пожалуйста, нет же абсолютно никаких оснований врываться ночью, не имея никаких оснований, проводить какие-то экстремальные следственные действия? Потому что нет ни Копытина, потому что он не смог добиться того, чего от него требовали, ни факта передачи денег. Вы же видите, что это не зафиксировано. Но это же как волк на охоте. У него все уже выстроено, все подготовлено. Остается последнее — схватить человека с поличным в момент передачи денег. А они отходят, отказываются и не делают этой фиксации. Но это же абсурд. Абсурд вообще в организации работы. Прокуратура просила залог в размере 50 миллионов гривен. Суд уменьшил его до 33 миллионов 280 тысяч гривен. Кроме того, суд обязал Тимошенко пребывать по вызову следствия, не покидать Киев и область, информировать об изменении места работы или жительства, воздерживаться от контактов со свидетелями и сдать паспорта. Залог необходимо внести в течение 5 дней, иначе обвинение может ходатайствовать о более строгой мере пресечения. Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Йоль приговорен к 5 годам тюрьмы за препятствование аресту после неудачной попытки ввести военное положение в стране. Это приговор по первому из 8 уголовных дел против бывшего главы государства. Центральный окружной суд Сеула признал Юна виновным в том, что тот использовал службу президентской охраны, чтобы помешать исполнению ордера на его арест, который был законно выдан судом в рамках расследования дела о введении военного положения. В ходе заседания, которое транслировалось по телевидению, суд также признал экс-президента виновным в фабрикации официальных документов и в несоблюдении предусмотренных законом процедур, обязательных для введения военного положения. Суд отметил, что подсудимый злоупотребил своим влиянием на посту президента, чтобы не допустить исполнения законных судебных решений. Сегодняшний обвинительный вердикт чрезмерно упрощает грань между осуществлением президентом конституционных полномочий и уголовной ответственностью. Если это решение останется в силе, ни один будущий президент не сможет принимать решения в кризисные моменты, а действия по управлению государством всегда будут подвергаться ретроспективной уголовной оценке. Уголовное разбирательство должно было проводиться на основе судебного процесса и закона, а не политики. Мы выражаем сильное сожаление, что решение было принято в политизированной форме. А вот что думают граждане Южной Кореи по поводу приговора своему бывшему президенту. В целом, когда я смотрю на действия президента Юна, честно говоря, мне эмоционально кажется, что приговор был немного слишком мягким. Когда обычные люди на это смотрят, они удивляются. Как вообще можно говорить о восстании в президентской системе? С самого начала это было неправильно, и сам приказ о задержании был неправильным. Я имею в виду, если хочешь задержать президента, нужно следовать законам, а эти процедуры не были соблюдены, и все оказалось в руках небольшой клики. И поскольку изначально у них не получилось, они попробовали другой способ и устроили вот этот суд. Это войдет в историю. Стыдно. Президент Владимир Зеленский, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что Украина и Соединенные Штаты заинтересованы в скорейшем завершении войны. По словам Зеленского, именно Россия откладывает подписание мирного соглашения. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом в Киеве.
В эти дни будут запланированы встречи наших украинских представителей в Соединенных Штатах. Украинская делегация сейчас в пути в США, и мы надеемся, что станет яснее как по тем документам, которые мы фактически уже подготовили с американской стороной, так и по ответу России на всю ту дипломатическую работу, которая была проведена и продолжается. Если все будет доработано, и если будет акцепт со стороны США, потому что с нашей стороны, в принципе, я считаю, что мы закончили, тогда возможно подписание во время Давоса. Соединенные Штаты хотят завтра завершить войну, а мы хотим сделать это уже сегодня. Мы заинтересованы, чтобы обе стороны сделали это быстрее. И понимаем, что отсрочка подписания и завершения войны идет со стороны России. Украина в пятницу, 16 января, получила от партнеров серьезный пакет вооружения с ракетами для систем противовоздушной обороны. На сегодняшний день могу сказать точно. Да, иногда хочется говорить откровеннее, но ситуация не всегда это позволяет. Например, еще до сегодняшнего утра у нас было несколько систем противовоздушной обороны без ракет. Сегодня я могу говорить об этом открыто, потому что утром мы получили необходимые ракеты. Но хочу, чтобы было понятно. Когда мы говорим об энергетическом масштабе войны, нельзя перекладывать ответственность только на Америку или Европу. Если мы ежедневно сбиваем ракеты, которые летят фактически с края Европы, это общая ответственность всех партнеров. Речь идет не только о системах Patriot, которых никогда не будет достаточно. В Украине за время войны появилось очень много различных систем ПВО, но все они требуют постоянных и стабильных пакетов ракет. Сегодня, слава богу, утром мы получили серьезный пакет, и сейчас я могу об этом говорить открыто. Но все это дается чрезвычайно высокой ценой, кровью, жизнями людей и огромными усилиями. Япония и Италия объявили о повышении уровня отношений до специального стратегического партнерства. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Токио в пятницу, в день своего рождения. Но атмосфера с букетами была лишь фоном. На первый план вышло взаимодействие в сфере обороны, включая совместную с Великобританией программу создания истребителя нового поколения, а также растущий интерес Италии к Индо-Тихоокеанскому региону. Затрагивались и торгово-экономические вопросы. Объем двусторонней торговли в настоящее время превышает 10 миллиардов евро. Встреча Мелони и Такаити вызвала широкий резонанс в японских социальных сетях. Хэштег «Санамело Саммит» оказался в трендах в день, когда обе страны отмечали 160-летие установления дипломатических отношений. Япония и Италия давно сотрудничают как стратегические партнеры, разделяющие общие ценности и принципы. Визит Джорджа Мелони, приуроченный к 160-летию установления дипломатических отношений, стал поводом поднять наше взаимодействие до уровня особого стратегического партнерства и нацелиться на еще более высокие результаты. Мы договорились работать вместе над защитой стратегических технологий и укреплением цепочек поставок, особенно в том, что касается критически важных полезных ископаемых. Италия и Япония одинаково сосредоточены на Африке через очень схожие инициативы – итальянский план Маттеи и японскую программу Тикаде. Это отражает наше общее стратегическое видение, и вместе мы можем усилить модель сотрудничества, выгодную для всех.